Всем привет, друзья! Всем привет! Мы находимся сейчас в декабре. У нас уже заканчивается этот месяц, и мы решили записать для вас такое разговорное видео, чуть-чуть обсудить, как прошел же наш год 2024. Поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, как у вас был год 2024. Говорят же, 2024 год это был год кармы. Что скажете? Совпадает с реальностью или нет? Все-таки этот год был очень разнообразный. Это наш первый год, когда мы уехали из Германии, так скажем, поменяли кардинально свою жизнь. И, как говорится, оно обычно, как случается, когда люди куда-то переезжают, обычно это очень тяжелое время или что-то еще. Отчасти да, отчасти нет. Когда ты находишься в Таиланде, в таком замечательном месте, как Пхукет, мы побывали еще в разных странах, в разных крутых городах в этом году, не только в Таиланде. Поэтому называть его каким-то прям суперсложным тяжко. По большей части проводили время в очень позитивной атмосфере. У нас было большое, просто огромнейшее количество знакомств, сколько не было, наверное, за последние 10 лет мы столько людей узнали. Я тоже соглашусь с Эдвардом, что это год впечатлений был. У нас очень много положительных, конечно, есть и отрицательные впечатления. Без этого никуда. Все-таки мы находимся сейчас в совершенно новой стране, у нас совершенно новый опыт. Но должна сказать, что большинство знакомств позитивные. Мы очень рады, что познакомились с классными ребятами. Надеемся, мы в 2025 году будем с ними общаться. И на самом деле мы в Тае попробовали много всего нового. Например, пошли на сальсу танцевать, играли в падл-теннис, ходили снорклить, смотреть рыбок. Я ходил в хоккей, играл, между прочим. Я играл на высоте, на горе, в футбол с тайцами, между прочим, и, в принципе, с большим количеством иностранцев, но преимущественно с тайцами. Мы катались на катамаране несколько раз, прыгали с катамарана в воду, ходили на тайский массаж. В общем, впечатлений миллион. Даже все так не опишешь в одном предложении. И рассказать действительно много всего, на отдельном каком-то моменте останавливаться и рассказывать это можно бесконечно, потому что действительно даже тот момент в одном из видео, когда у нас зеркало украла обезьяна, вы представьте, чтобы у вас зеркало обезьяна украла, и вот такие вот моменты, которые рассказывать постоянно, их куча. Впечатлений действительно просто уйма какая-то невероятная. И все же правильно, как подметил Эдвард, это наш первый год, в котором мы не живем в Германии. Мы с Эдвардом прожили 9 лет нашей совместной жизни в Германии. И 10-й год нашего брака мы отметили в Тае, что тоже знаменательное такое событие. Первый год в Таиланде необычный, непростой. Мы не знаем тайского. Тайцы не знают английского, либо плохо на нем говорят, непонятно. Есть многие нюансы, вопросы, которые решались чисто через переводчик. Также мы за этот год переезжали, наверное, каждый месяц. Мы, наверное, только в ноябре, мы сняли на долгосрок квартиру в Тае, на Пхукете. До этого мы переезжали каждый месяц буквально, собирали вещи, разгружали вещи. Не каждый, 7 раз или 8 раз за год мы переезжали. 8. 7 или 8 раз точно. Это не считая мелких моментов, когда мы просто меняли апартаменты, но оставались в том же доме. То есть мы меняли очень часто апартаменты, снимали помесячно, по 30 дней, 20 дней. Интересный опыт. Мы умеем теперь очень быстро собирать наши вещи. Раз-два, за час мы все собрали, квартира чистая, мы переехали. Мы все загружали в эту машинку, в багажник, и все, и поехали в другое место жить. То есть мы стали проще относиться к некоторым вещам. Переезд – не проблема. Собрать вещи – вообще не проблема. Мы реально на некоторые вещи стали иначе смотреть. Жара плюс 30, мы привыкли. В жару можно уютно посидеть дома под кондиционером, поработать. Выходим где-то в часов 5 вечера на ужин, еще куда-то.
привыкли. Ко всему можно привыкнуть. Не хватает, конечно, вот тротуаров в Таиланде, вот конкретно на Пхукете их нету почти. И мы соскучились за прогулками. Именно поэтому, когда мы были в Казахстане, мы нагуливали по 20 километров в день. И причем это так чувствовалось, то, что вообще нормально. И хотелось дальше продолжать. Не было что-то такое типа сверхъестественное или тяжелое. Это наоборот было классно, в кайф. Потому что здесь действительно нигде не погуляешь. Просто нету места, где можно гулять. Поэтому мы провели лето в Казахстане, в городе Астана. Про это тоже есть выпуски. Смотрите, кто еще не видел. Также мы были в Малайзии. В Малайзии у нас просто было тоже приключение. Ой, давайте вспомним коротко. Мы заболели на целую неделю и полетели в Малайзию, потому что у нас уже были куплены билеты, у нас был забронен уже отель-апартаменты очень классные на 27 этаже, и было слишком жалко это все просто отменять, и нам бы не вернули просто деньги. Поэтому с плюс 40 мы поехали в аэропорт и полетели в Малайзию. Когда едешь, этот момент, когда ты едешь за рулем, а у тебя температура плюс 40, а на улице и так жара, и на улице плюс 40, между прочим, это конец марта, здесь жарища, стоит самый жаркий момент в сезоне, да, такой, ты едешь, у тебя температура, и тебя расплавливает, тебя кондер, кондер это плохо, ты как бы и так болеешь. Ох, это было сильно. Да, в общем, в Малайзии у нас были такие приключения, но ничего страшного. Конечно, всякое бывает в жизни, но, наверное, в следующий раз я бы не полетела. Мы сделали такой опыт, то что, наверное, лучше потерять деньги в следующий раз. Было нелегко. Да, и, наверное, легко. Малайзия это уже не и для вот, нас. ребята, о чем мы говорим. Здесь очень легко упасть. Вот о чем мы говорим, просто на дорогах надо быть очень аккуратным, потому что может произойти авария буквально на счет раз, два, три, и уже авария. Вот, буквально ребята чуть-чуть засмотрелись и врезались на байках друг в друга, это вообще самое опасное. В Таиланде и так мало кто соблюдает правила дорожного движения, а так на байке там ямка какая-то, еще что-то, очень опасно. Самое классное, наверное, это встречать закат на море. Это просто невероятно. Вот эти закаты здесь божественные. На нашем любимом пляже Найхард я их никогда не забуду. И они точно останутся в воспоминаниях одними из лучших. Один еще момент, конечно, был в Тае, вот особенно вне сезон, когда мы пару раз отравились. Это было вообще, если вспомнить, опять бы не хотелось. Эдвард так вообще завязал с тайской кухней навсегда, по-моему. Он теперь тайцам не доверяет. Но опыт Все, я закончил с этим. Я просто с этим закончил, и все, и начинать не собираюсь. Вот уже прошло пару месяцев, в принципе. Но я как бы уже, я чувствую, что я восстановился, да. Но начинать опять нет. Нет, все, ребят, с этим покончено, точно. Но мой любимый тайский десерт остается манго-стики райс. Просто самый вкуснейший десерт. Это сладкий рис, поливается кокосовым молочком и со свежайшим сладким манго. Поедается, это мы все равно любим. Подводя итоги, на самом деле, этого года, все равно, по большей части, он, конечно же, положительный. Не без таких неприятных моментов. Это все-таки жизнь, все-таки в реальности живем. И следующее, что у нас наступает 2025 год, где у нас будет на самом деле вообще еще большее количество, еще более крышесносных планов, я хочу вам сказать. В Таиланде мы жить долго на самом деле не планируем. Мы планируем уже потихонечку дальнейшее наше приключение. И дальнейшее наше приключение будет очень интересным. Оно не будет легким, но оно будет очень интересным. И, конечно, мы заснимем большое количество контента. Да, Эдвард прав, пора готовиться к 2025 году. Мы завершаем, так сказать, нашу историю, эту главу.
и будем уже готовиться к новым приключениям. Эдвард прав, нас ждут большие события в 2025 году, большие планы. Надеюсь, все получится, будем стараться, работать. Я уверена, кто старается, тот свое получит. Абсолютно верно. И вообще мы планируем примерно на февраль-март уже уехать из Таиланда, да, в новую страну. В какую страну мы пока говорить не будем, потому что вы это сначала увидите. Либо у нас в сторисах, либо сразу же на YouTube-канале. Но вы это увидите, говорить мы не будем. С наступающим всех годом! Пусть все мечты и желания сбудутся в новом году. Делитесь в комментариях, как у вас прошел 24 год и какие у вас планы на 25-й. Желаю вам хорошего настроения, всего самого наилучшего, с наступающим и до скорой встречи. До встречи в новом году. Всем Пока-пока. удачи, всем пока.